Психология торговли. Эта серия состоит из двух частей. Первая часть рассказывает о том, как Gann открыл закономерность, что рынок движется по квадратам, с привязкой к цене и времени. Мы рассмотрим разницу между общими и индивидуальными квадратами для каждого рынка. Вторая часть о психологии торговли, как каждый из нас должен рассматривать рынок и трактовать различные результаты. Как разорвать цепочку убытков. Также будут рассмотрены основы успешной торговли для трейдера. Сейчас я покажу вам, как работает рынок с помощью конкретного квадрата. Фактически мы накладываем на график определенную разметку, которая представляет собой два склеенных листа, такие как использовал Gann. Мы работаем с соотношением 1 к 1, как основной угол. То есть для каждого квадратика во времени у нас есть квадрат по цене. 1 к 1. Для одного квадрата времени мы берем 1 квадрат цены. Если бы мы работали с соотношением 2 к 1, мы брали бы 2 квадрата цены для одного квадрата времени и использовали лишь половину нашей разметки. Наше соотношение должно отображать то, что мы делаем. Эта разметка фактически делает расчеты за нас. Мы можем увидеть, когда наступают разворотные моменты по времени. Когда разворотные моменты по времени, он показывает на точке пересечения углов. Когда рынок торгуется ниже красной линии, это 45-градусная линия, то есть угол 1 к 1, то он является слабым. Если он торгуется выше, то он сильный. В первой половине временного периода рынок должен торговаться выше линии 45 градусов для того, чтобы быть сильным. Когда рынок перемещается во вторую половину квадрата, то он также должен торговаться выше линии 45 градусов, но проведенной снизу, для того, чтобы считаться сильным. Это работает для любых квадратов, квадрата 144, 52. Если рынок сильный, то он должен торговаться над линией 45 градусов. If it got up above there, you would expect it to go straight around and come up underneath the line and so. Если он торгуется ниже, то он слабый. Вы не должны продавать, если рынок находится над 45-градусной прямой. Но не нужно думать, что пришло время еще и покупать, когда рынок ниже. Более важно знать сильный рынок или слабый в определенном квадрате. Затем у вас есть линия 2 к 1. Она показывает, что рынок движется в 2 раза быстрее. На моем графике 45-градусная линия обозначена красными линиями, а 22,5 градуса, или угол 2 к 1, зелеными. Это именно те цвета, которые использовал Gann в своих графиках. Таким образом, наши с ним обозначения совпадают, и мне легче понять ход его мысли. Теперь мы посмотрим на разметку и проанализируем, как вел себя рынок в течение последнего года. Вот вершина 1988 года, 16.91. На 5 пунктов ниже 45-градусной линии.
После того, как рынок в течение 2 дней не смог вырасти, он упал ниже 45-градусной линии. Вот 45-градусная линия. Чуть-чуть выше проходит линия для Right from July 88 to January 89, we basically had it trading below the 45 degree line. Календарным дням чуть выше проходит для торговой дней линии. Начиная с этой вершины, вы видите, что рынок не смог закрыться над линией 45 градусов до января 89-го. С июля 88 до января 89 рынок торговался ниже 45-градусной. Он был слабым в квадрате. Когда рынок пересек половину, рынок должен был быть выше этой линии, верхней 45-градусной. Теперь линия 2 к 1 – это вершина 89 года, то есть 1571 вершина, лежит точно на линии. Вы видите, что если бы вы правильно определили соотношение линий, посчитали бы все за вас. Below that 45-degree line, the market is weak in the square. There's your top for 1988, there's your top for 1989. It has to trade certainly above that figure there and really getting вот рынок должен торговаться выше 45 градусов, вот там наверху, для того, чтобы быть сильным. There the market is weak. There the market is strong. There the market is weak. All divided by the halfway points or the 45-degree line. If we were charting on a 2-to-1 basis, then you would look at this as a 45-degree line, and you would work out if a market was weak or strong in the square on the same basis as the 1-to-1. But looking at half the chart, this chart also works very well on the soybean market in the States. We did some work on this overlay for the soybean market, and it worked out beautifully. Такие же квадраты мы строили для соевых бобов, и они тоже отлично работали. It's a very strong indicator. You can actually tell at a glance whether a market is weak or strong. Basically, whether you should be looking to go long or basically to trade with the main trend, if you should be looking to go short. The squares tell you that's how you do it. That's how I trade. This is here in my office. That's my own charts and exactly how I would judge the All Ordinaries Index as of today. This is just an introduction to squares. Это только введение в квадраты. Вам предстоит еще многое узнать, но квадраты — это то, что Ганну нравилось более всего. Они работают лучше всего. This is the thing that he enjoyed most. It's the most perplexing but the most beautiful. It's the thing that works out the best. Where you have trouble with interpreting what you get from the course, I have found, is in the way that it is presented. We get, if any of you have got the course, вот у нас пластиковые шаблоны, которые мы специально нарисовали. Мы их можем накладывать на любую вершину или низину и получать карту. Это квадрат 67 для соевых бобов. На нем 12 засечек на каждый дюйм. На каждом графике, на моем графике 8 засечек на дюйм. Фактически у всех людей, купивших курсы, разное количество засечек на дюйм. Но суть в том, что это специальный квадрат 67 для соевых бобов, и для каждого рынка есть свой квадрат. Вот квадрат 144.
that confuse you. They're very confusing. The square of 144. Здесь множество углов, которые могут вас путать. Standard square is the square of 52. There it is there. А вот стандартный квадрат 52. Once again, that can be confusing. They're the standard squares. Then you can get into the У него more тоже своя complex шкала и squares, like свои the углы, и all-time это low тоже может вас of the путать. Sawyer-Bean contract is 67. So they square out 67 again and again and again. Exactly how Gann used to do Соевые it. бобы That's why the работают square is like очень that. хорошо You по can make up квадрату squares here. 67, Bill and Bond 7, так как contracts. We did 972 today. 67 That's a good square. это был The лоу All Ordinaries Index, исторический it does a для number соевых of бобов. things. So it gets more complex, and we start off with a kit that we don't understand. So if we get it right, it's just by mistake, and we don't even know the one time we get it right how we did it. Мы можем So иногда we can't ошибаться, do it сделав again. что-то не And то I found I и had не to понять, construct как мы это сделали. firstly my own squares, and then I found for me. Я начал строить графики по-своему. In some ways I've made them simple. How И I've made отмечал them то, что simple для is меня in важно. constructing them simply. I've changed the way they're constructed, and I put Я их all the построил numbers, по-своему because then for и my упростил. brain, I can keep up to the thing. And what I'm going to try and do now in this section of the seminar is take you with me how I work out these squares and how I use them. You know, how I do it. It's an old saying, I'd rather see a sermon than hear one any day. I'll tell you how I go through the thing and how I live with it. And I've done work here now on the square of 144. There's a couple of the people here, there'd be half a dozen now, who've been to my different seminars and they've seen me work Он with рассказывает, как он different squares. прорабатывал квадрат Don't be 144, confused once again, like как его earlier, друзья where I тоже show его you a 2-to-1 прорабатывали. or 1-to-1, that you think that's the only time it worked. Don't be confused. Truly, that's not what it's about. If you think that, you've lost already. Многие люди думают, что квадрат 144 ограничивается тем, что вы просто строите 144 точки вверх, и на этом все. И цена должна там развернуться. Но это не так. I'm going to do a bit of 1929 on this square. It works all the time. They keep working. You've just got to be good enough. Don't wish it were easier. Wish you were better. Все это достаточно трудно и трудоемко, но не желайте, чтобы это было проще. Желайте, чтобы вы были, наоборот, сильнее. And it's something that I believe is well worth putting a bit of work on to work out. Now this is going to be a little bit about the square of 144. Давайте рассмотрим квадрат How I've 144. drawn mine up with the help of my wife, I have put in every number. You'll see on the square that's supplied there, здесь у they нас go from 144 to нанесена 1440. шкала They're basically цена. giving you what we'd call a 10-to-1 line. Отсчет начинается со 144 и заканчивается на 1440. But for things like the All Ordinaries Index or Sawyer-Beans, it's going too far too quick. And if you get in Я that, you нанес can't все hope цифры и получил to keep линию match with what 10 the к 1. square's doing. Она неплохо So работает the для first некоторых part рынков, но I'll для рынка describe сои и here индексов is the она actual слишком square, and быстрая. we'll call this an overlay. To make Таким this an образом, с overlay, помощью you нее draw вы it не up the поймете, same как as работает this and рынок. get it reproduced on clear paper. These are beautifully done. Первая on a часть very изображенного мы hard назовем sort of разметкой. perspex there and crystal clear. I've also done some Для того, squares чтобы ее just on построить, that вы записываете perspex, that цифры и flexible наносите perspex, на and прозрачный squared лист. them up with tape. That works Люди out путают, pretty когда good as думают, an что рынок overlay. должен развернуться If на you know the отметках numbers 144, you're after, you can do it like that, and 288, it becomes clear. 1152, And it looks pretty good for и me. что нужно просто So, прибавлять if you want to 144, и go можно further получить with точки this thing, разворота. you can either get them done on a clear plastic, get them done on the film, or do them in a perspex. But we'll talk about the overlay part. Now, where people get confused about the square of 144, they are of the opinion that the market is going to change at 144, 288, or 1152, 1008, somewhere like that. They feel that it's only the top of the market that works. То есть люди считают, что этим ограничивается использование квадрата. Просто прибавить и найти уровень. It's not. What you can do
Вы можете, например, взять 96 пунктов за 144 дня и попасть вот сюда. У вас угол 2 к 1 получается. И вы получите изменение тренда. Если вы пошли 88 пунктов за 144 дня, вы бы попали вот сюда, и у вас не было бы причин для сопротивления, для цены. Но если бы вы пошли от 108 пунктов за 144 дня, или даже 72 дня, вы бы попали на пересечение линий. 72 days, you've got two 2x1 lines there. So if your range is 108 or 252, all numbers we've spoke about, вы бы также могли применить это для 86 дней или 252 пункта и попали бы на пересечение. If they're the sorts of numbers you're talking about, there's 86. See the cross all the way through there? That's your third lines. So really, if you went up to 252 days and you got to 86, you're going to get knocked down on one of those points right there. То есть у вас бы образовались, вы попали на точки сильного сопротивления, где цена могла бы развернуться. Так я понял, что благодаря соотношениям могу получать цифры без всяких компьютеров. I don't know how to drive a computer. That might be something to do with me not working it out on one. But I don't know anyone. Я не знаю ни одной программы, ни одного компьютера, который мог бы провести такие исчисления. Perhaps it's because the computer is instructed incorrectly. Может, потому что компьютеры неправильно построены или инструктированы. And I just find these simple ways of doing it like this. Often my 1-to-1s and 2-to-1s, they're too simple for people. Если вы понимаете то, что вам говорят рынки, то можете долгое время находиться в позиции, торгуя по этим линиям. Не думайте, что я пытаюсь подогнать график под себя. Квадраты работают, если вы знаете, как ими пользоваться. Trade along on just this overlay. Now I say again, don't be confused. Don't think I've pulled this out of the woodwork. Но не думайте, что я использую только 144 квадрата. Просто посчитал и все. 86 in 252 days and telling you that you get a change here. Don't be confused and think that I'm trying to adjust it to suit myself. It's not true. Также не думайте, что я выбрал, например, 86 пунктов на пересечении 252 дня и просто подгоняю цифры. Это то, как работает квадрат. Получая квадрирование цены времени таким образом, вы получаете изменение тренда. Базовыми являются квадраты 52 и 144. Ганн считает 144 лучшим своим квадратом, но также он некоторое время после говорил, что и 52 квадрат тоже очень хороший. Посмотрите. Возьмем лоу 972 в 1985 году. Последний квартал цикла. Мы говорили, что дно образовалось. Мы говорили, что цена возвелась в квадрат от дна до вершины на уровне 1691. Минимум 87 был 1108. Здесь же рядом. Вершина после падения составила 1400. А вот вершина 86-го была на 1255. Тоже в этой же куче. Все это происходило в 80-х, 92 году.
Вершина 80-го года была на расстоянии 1986 дней от вершины 1986 года. For cash in 1986 there, and we've discussed that like it wasn't a bad top. I was to tell you it was 1986 days away from the high in November. You start to realize that the squares do tell you something if you sit back and you look. And what I'm trying to tell you is that the vibration factor. Я хочу вам сказать, что вибрационный фактор для индекса составляет 0,75 от 144. То есть он равняется 108 пунктам или 252. Когда мы говорим о квадрировании 1970, низа 972, мы используем 252 дня. You start to see where this can be a magnificent tool. И мы смотрим, где это может находиться на квадрате 144. Давайте посмотрим, что происходит при использовании вибрационного фактора 0,25. Вот я отмечаю уровни очень сильные. Это одни из самых сильных уровней. Времени и цены. Now, say we were to say that the high for 1929 for the equivalent. Теперь возьмем вершину 1929 года на уровне 52. Say we were to say, for example, that 52 составляет 36,1% от 144. 144. Where have I seen 36.1? 36,1 это квадрат 19, то есть 361. Это лишь начало цикла. Также 360 градусов в цикле, 365 дней в году, 52 количество недель в году. Можно посчитать, что нам повезло. Но уровень 1058 на этой же горизонтали был циклическим минимумом для 1986 года. А 1052 рядом здесь было абсолютной вершиной 1985 года. За 3 месяца до этой вершины было значение 908. И все это происходило в промежутке 29-32 годов. Мы понимаем, что квадраты могут быть поразительной вещью. Здесь же мы находим уровни. Then we start to realize that the squares can be a fascinating subject. Now I say again, don't fool yourself. Please don't. Не обманывайте себя, думая, что вы все знаете. Если у вас разок получилось. That's all written. That's all happened. I'm sorry, not much happened in between. I'm very, very sorry, but it just didn't happen. Sure, the top of 144 works pretty well, but it's not just the zeros. 1582 was the high on the 13th of the 1st, 87. That high было we вершиной в talked 87 году. I'll go along with that. 1440 was the low I was looking for this year. 1440 1008 was the 10-year high for the soybean contract. All those sorts of things have occurred, I agree with that. But at the same time, it's the vibration factor. Все эти вещи произошли, но в то же время очень важно понимать вибрационный фактор.
squares that relate only to the All Ordinaries Index. I've used this today because it's straight out of the Gann course. But that's the way that I put a square together. Now, if I wanted to, I could run a 2-day seminar just on squares alone. They are something I'll go into when we have Квадраты — это настолько объемная и серьезная тема, что я мог бы провести семинар только по одним квадратам в течение 2 дней. It's dead set an intimate part of picking tops. You've got to know the vibration factors. You've got to know why. Now, all Вы I've должны told you знать о today максимумах is the и fact that минимумах. they work. I think Должны it's знать enough to вибрационные know факты. they work. You take it, they work. It's like the degrees of the year. It's like the resistance points. It's like anything else. Don't go against them. Now, I'll tell you. По квадрату вы получаете точки сопротивления, и не нужно идти против них. That's why I keep saying, go back to doing it manually. Get there. Но все эти вещи нужно делать руками. That's what gives you the faith. Get your fingerprints on it. Pull the square apart. See how it works. Постройте график самостоятельно, постройте квадрат самостоятельно. Оставьте свои отпечатки, так сказать, на этом. Just keep at it. Check out the vibration factors. Once again, Определите вибрационный фактор. of making it look easy. But for a bit of homework, try and work out why we had a high in 1921. Попробуйте определить, почему хай образовался именно на этом уровне. Try and work out why I'm so adamant that 89 to 92 could be the absolute top. Почему эта цифра была абсолютной вершиной? Go over the All Ordinaries for 100 years. You can get most of the information from the Sydney Stock Exchange. They've got it all. Вы всю информацию можете получить на бирже, обратиться, взять данные и провести большое исследование. That's what will home in by way of advice in the market. It can happen. I don't claim infallibility, but I do claim to put a lot of work in, and I do claim to have a few things going for me in the market. But you've got to work them out for yourself. You've got to get these squares, pull them apart. But I would suggest anyone who's a little bit fair dinkum, get that and draw it out. Вам обязательно нужно купить курс, если вы хотите хорошенько разобраться. В нем описаны многие вещи, и вы должны с ним хорошенько поработать. Также вам нужно проработать все графики, проработать квадраты. Вы должны знать разворотные точки рынка, баланс времени и цены, длину тренда. Но я все-таки уверен, что вам нужно купить курс. You need these squares if you're going to trade the market with safety. They're all part of Вам нужны эти квадраты, если вы хотите безопасно торговать. Tool of judgment. I know it just seems to keep getting better and better and better, but I'm telling you, you need to know what a signal top and a signal bottom is to trade the market. You need to know about an overbalance of time. You need to know about the length of a run. What I was teaching you in the length of the run was all just the square of 144. You need to know those things. You need to know what squaring time and price means. What does that 972 low mean? Why was it such a major low? You need to Вам know нужно понимать, those почему, например, было дно на 972. Why you would look at a weekly swing chart to consider the state of the market for the year. Почему образуются те или иные вершины и низины в то или иное время? Вы должны знать, почему вам нужно смотреть на недельный график. Все потому, что вы должны понять, слабый ли рынок или сильный в годовой перспективе. Я вам расскажу, как построить свой торговый план.
Я предлагаю вам начать с анализа длины движений. После этого вы сможете определить позицию рынка. Проработайте также длину во времени. If you know the length of time, you know that you say second bottom out of a major run. If you want to do it with a daily chart, you can get away with it. Вы можете смотреть на дневной график, но обязательно используйте недельный график. Хотя бы свинговый график. Get your balance on the weekly chart. Now you need to do that. You need to know where your time and price lines are. Well, you just draw them on your chart. But you need a good length of a chart. That's 9 months. You know, you need 9 to 12 months of history. Длится 9 месяцев. You really do need that. На самом деле вам нужно минимум 3-12 месяцев для дневного графика. Но лучше минимум год. Вам нужно заглянуть в историю, чтобы понять, ошибаетесь вы или нет. И недельный график даст вам ответ. You need to have, I believe, for safety in the market, you need to know a bit about squares. You need to know a site more than I've shown you today. О квадратах, а также специализированные квадраты для каждого рынка. This is good, but you imagine if you've got a balance of squares going, you know how to use them. Now you know how Gann got it so right years in advance. Теперь вы понимаете, как Gann определял годы вперед точные значения, почему он говорил, что рынок не пойдет выше каких-то уровней. That's how I do it, and I find it works out pretty good. I think you need every day, every week, every month, every year, all organized like that. But there are key numbers. Каждый год, каждую неделю, каждый месяц вам нужно организовать вот таким вот образом. 0.618 of a square. That's often 0.314. They're the Fibonacci numbers. Уровни могут образовываться на уровнях Фибоначчи. Check these things out and see how it's going. But the time gives you the squares that you should be working in. Work out the runs. Use some major lows, they're good, major lows. But you've got to do that work so you can construct a trading plan where you've got a high risk-reward. Проверьте также пропорции Фибоначчи в качестве вибрационных факторов. It's very hard in a market like it is at present. The market for the last 7 months, it's very hard to make 10 times as much as you're risking. Oh, it's quite hard. Когда вы сможете точно определять эти вещи, вы можете получить отличное вознаграждение по отношению к риску для своих торговых сделок. 10 к 1 отличное соотношение. Now, they're the sorts of things that you're going to need if you're going to trade the market professionally. What I'd like to tell you now is the charts you need to professionally trade Теперь поговорим о тех графиках, которые вам нужны. I'm talking now about the All Ordinaries Index, but I'd say the May Beans contract in the States too. Those prices I've quoted are all May Beans prices. Gann was big on May Beans, 67 cents. Можно использовать определенный контракт. Вот, например, Gann использовал очень часто майские бобы. Первое, что нужно, это 7-дневный график для каждых 3 месяцев, для каждого контракта. То есть, например, декабрь, март, июнь, сентябрь. Для каждого контракта в отдельности должен быть свой график.
So that's a chart that if you turn this upside down, it just about fills one up. Now you need that for starters. You need a chart showing every trading day for a period of, say, 9 months. I wouldn't normally На этом construct графике that chart изображены like that. календарные дни за Because 9 месяцев. it's easier to work out the trends with the gaps in it. По причине It's того, easier что to легче see the weeks, определять it's easier to pick up the циклы по time. времени в But my календарных днях. trading chart for that length of time is trading days only. Но для этого Now же you графика need that. в своей You торговле need a я использую weekly только chart торговые дни. going back at least 5 years. At least. Недельный график вам нужен минимум с 5-летней историей. Недельный график с несколькими годами истории — это всего лишь трата времени. На моем месячном графике идет история с 1957 года. Now that's at least. When the boys came from America and they asked, what info will we bring? I said, what do you want to work out? They said, soybeans. I said, when did it start trading? Ко мне когда приехали ребята и интересовались соевыми бобами, я спросил, когда они начали торговать. Они сказали, в 1936 году. Тогда я им сказал, вот возьмите и найдите дневные котировки с того периода. Мы 4 дня с утра до ночи рисовали графики, недельные, месячные. И когда мы все это сделали, у нас отлично получилось. Есть знакомый, который недавно определил точно до дней лоу рынка соевых бобов. В течение 3 дней он входил в рынок, позиционировался, и рынок пошел вверх. Затем через месяц или 2 он на абсолютной вершине закрыл все свои позиции. Это то, к чему вы также можете стремиться. Но вам нужно купить обязательно курс. Также нужно прочитать «Туннель сквозь воздух». Его интересно читать. И Gann говорит, что нужно прочитать его 3 раза. Хотя бы. Я прочитал его 10 раз. И многие спрашивают, вы прочитали 10 раз? Подразумевая, мол, я, может быть, глупый? Может, я и глупый, но я нашел с 10-го раза все вещи, которые меня интересовали, и многие ответы. You'll find you'll get into these squares and they won't work out. And you find you have to do hundreds of them wrong to try and work out the right squares. Вы можете сделать сотни вещей неправильно по ходу дела, но это необходимо для того, чтобы научиться. You've really got to do the work yourself. Now these are my beliefs. I might have it wrong. There might be some real simple way. Но это то, как думаю я. Я считаю, что все это нужно сделать руками, самостоятельно. Все проработать от начала до конца и учиться на своих ошибках. Я так считаю, но может быть я и не прав. Может быть, есть программы или ящики, которые смогут делать все калькуляции за вас. Но поверьте, они не будут стоить 2 или 3 тысячи долларов. Вы получаете то, за что платите. In both of my seminars, and no one really got it. No one. I think Vince came about the closest. Ken got it. Joe didn't. И еще раз запомните, что квадраты — это серьезная очень вещь. Они достаточно сложны, и на моих семинарах минимум половина людей не сразу понимают, о чем идет речь и как их использовать. Поэтому вам нужно с ними разобраться и проработать. Теперь мы поговорим о психологии рынка. What I should do is do a 2-day seminar on the squares. It's the same with this psychology of the market. We're going to do a video
just on the psychology of trading. It's probably 90% of your Мы планируем reasons for сделать success or failure. двухдневный семинар, а также видео по психологии трейдинга. I'm not a psychologist. I know Это очень серьезная вещь. 90% того, чего вы делаете, основано на психологии, и это залог вашего успеха. But I've gone further with you on and off the camera than really I do with most people. But it's just to give you an insight. Don't believe for a minute you know all about squares now. You know? See, I can give you all the best of information and you can go out and make the biggest fool of yourself ever. Just because you've got the best paintbrush in Australia doesn't mean you'll paint the best painting. It's obvious from looking around here, you know. You've really got, it's the art. I've given you a fair bit of the science. То, что мы делаем, это искусство. Я даю вам чуть-чуть науки для обдумывания и проработки. Но все остальное — это действительно большое искусство. I'd be crying out loud for guidance in this market. Here I am here now a few years later talking about it. Last night over tea I was talking to Jeff and I said, this is amazing now. I said, after 3 or 4 years they're coming out to from America to sort of talk to me about the market, when a few years ago it was driving me berserk too. But this is how you can go. Anyway, I'll go into more about that when I get into the psychology. Now, I've often mentioned during the course of this seminar a chap named Ross. The story of Ross is this. He built up a strong portfolio of stocks in the years 84, 85, формировал 86, хороший портфель акций в 84-87 годах. Затем продал все на вершине 87 года. Он вернулся на рынок 11 ноября. Это было минимум после падения рынка. Потом он покупал 10 февраля 88, это когда было минимальное значение. He also bought again on the 10th of February 1988, the day of the low 1988. But they were торговал все вершины и низины, которые формировал рынок акций. Это серьезное достижение. Он отличный человек. Мы с ним обсуждаем многие вещи. Вот выходит Росс. Рассказывает о том, что они знакомы много лет, занимались вместе недвижимостью, и затем вместе разбирались в рынках. Как автор курсов, Дэвид дал Россу ценную информацию о рынке. Он дал много направлений для исследований, и Росс изучал, и многое чего у него получилось. И действительно, вот те вершины и низины он отлично смог определить и поторговать. Really astounded me and all the people that I'm associated with. And David, I can only thank you for that information. Thanks, Ross. Thanks. Now we'll get on to the psychology of trading. И еще раз вернемся к психологии. My basic trading worked out since 1986. I had the timing good. As I showed you, the top in 85, the top in May 86. Вернемся к психологии. Я вам рассказывал о максимумах и минимумах рынка, но все эти годы я боролся с самим собой. Я мог определять с точностью разворотные дни и разворотные уровни. Но очень трудно было бороться с самим собой. Они провели аналогию,
и нашли кое-какую книгу некого доктора о том, как избавиться от алкоголической зависимости. Дэвид проводит некую параллель спекуляции и алкоголической зависимости. And just as I've told you about don't sell on a double top, don't sell on the second bottom out, all of these things I've told you about, well, I also will tell you that you have to know this psychology thing and you have to know it well. I was helped very much by Dr. Eric Gaudry, who wrote the book Recovery from Alcoholism. We often debated the similarities in a speculator and an alcoholic, the sort of cause and effect reaction of the speculator. I've got an illustration out of his excellent book to really demonstrate what I'm talking about. The first thing we have to have and say in the market, we have to have a trigger or an event. Первое, мы должны иметь какое-то событие. I've used my good old circles once again, because every cycle is much the same thing. And this is the same thing может быть прибыль as a или cycle убыток. of the market. Now, И реакция the на event него. or the trigger, in the case of this, can be a good or a bad thing. It's how we react. We'll look at a good thing, for example, and a bad reaction. We might get a thing, like a profit in the market. Допустим, And how мы do we ждали act? большой We react прибыли, to но that. получили We say to ourselves, oh, I could have got малую more прибыль. profit. То есть результат хороший, но реакция плохая. И могут идти мысли различные, типа того, что мой друг через дорогу заработал больше, чем я на этом движении. Хотя я гораздо точнее определил разворотные дни и разворотные вершины. Now, one of the worst situations you can have is that you've worked it all out and you haven't traded it. You see the market going away from you. It's like a train running down the track. And we get into this cycle. We evaluate Так мы переходим в этот круг. Мы Мы понимаем, что сделали что-то неправильно. Это приводит к расстройству, плохому самочувствию, падению самооценки. Так мы проходим весь этот круг раз за разом. Худшее время для принятия решений – это время после того, как вы ошиблись. Если вы ошиблись 3 раза подряд, то ваши шансы оказаться правым в 4-м раз равны максимум 1%. Теперь посмотрим на правый круг. У нас произошло событие. Затем мы его оцениваем, делаем выводы и решаем больше не поступать так, чтобы не расстраиваться, если это плохое событие. Мы остаемся хладнокровными, к нам приходит успех, повышается настроение и самооценка. Таким образом, даже после убытков вы можете достичь успеха. Убытки могут стать вашим импульсом к прибыли, если вы поймете, в чем вы ошибались. What I'm going to do with you now is take you really from the non-coping to the coping cycle in the market. I'm going to tell you the sorts of things I do when I go a little bit wrong in the market, when the wheels Когда я попадал в такие циклы, первая вещь, я всегда ставил стоп-лоссы. Это значит, что я мог ошибиться только на определенную сумму. Well, that's a great thing for peace of mind. It's a great thing for calmness. If you can't work out where your stops ought to be, don't make the trade. Если вы не можете определить, где поставить стопы, не торгуйте вообще. Не бойтесь быть неправым. Gann делал ошибки 40 раз перед тем, как добиться своей цели.
Главное не то, сколько раз вы упадете. Главное, сколько раз вы сможете подняться. И что вам нужно для того, чтобы подняться? Первое – это провести анализ. Что я делаю правильно, а что нет. Плохо, когда вы делаете одни и те же ошибки несколько раз. It's how many times you get up. So really, what we're going to talk about is how you get up. Например, я веду записи о своих ошибках. Таким образом, в моем плане есть отношение количества правильных решений к неправильным и соответствующие записи. Фактически это говорит мне о том, двигаюсь ли я в правильном отношении или нет. Не думайте, что вы контролируете рынок. Если вы думаете таким образом, рынок быстро объяснит вам, что вы ошибаетесь. А если вы постоянно ошибаетесь, вам нужно найти ошибку в вашем торговом плане, исправить ее и продолжать двигаться дальше. So I know how I'm going. That basically tells me if I'm studying the right thing. The checkbook is a good indicator of how you're going. So when it's wrong, I go back, I do the research, I work out what I should have done. And that's how I treat it the next time round. I've already explained to you how cycles come again and again and again. What has been will be again. Циклы эти проходят каждый раз, и снова. И вам нужно вести цикл не в плохом направлении, а в хорошем. То есть анализировать, учиться и вести себя к прибыли. You see, the market happens again and again and again, and we just have to study it to be on the right side. Now, I always На рынке происходит все одно и то же, снова и снова. И вам нужно просто исследовать инструмент и разобраться в нем, чтобы лучше его прогнозировать. Не думайте, что вы можете контролировать рынок. Если вам удалось что-то предсказать, не думайте, что вы контролируете. Рынок вам покажет, что вы не правы. Я вам гарантирую. Если вы думаете, что вы творец этого мира, и думаете, что контролируете все, вы не правы. That 75% of the people in this business lose money. What we're talking about now is getting up into the 10 and the top 5%. You have to keep your notes. You have to do your research. You have to know how you're going. You have to be able to navigate your own course, just as you navigate the course of the market as it goes along. I've found those things are a necessity to get me up off the deck when I'm floored. But you can do that. So, let's talk about how well you can do if you do these things. Let's just talk Теперь about давайте what's поговорим in о this том, thing for you. насколько Again, we look at Rich Dennis хорошо from Chicago. у вас может получиться. He started with $15,000 Многие люди borrowed спрашивают, money. He is today сколько я worth смогу зарабатывать. $400 million. Все дело в There's вас. a lot of money in this thing. It's hard, but the Есть один rewards are big. парень, You're always paid in the Деннис из percentage Чикаго. of the Он task. начал торговать с 15 тысяч долларов, которые взял в долг. А умер он с 400 миллионами долларов.
one's a better fellow than the other. 75% людей умирают на рынке. I'm just saying, that's how they work out the 25 rate. выживают. Now, in this Из thing, них 10 we've got a хорошо 75% зарабатывают, mortality а 5 rate. The other очень хорошо 25% зарабатывают. do pretty well. Вы можете попасть в эти 5%, но нужно много работать. И, конечно же, у вас должны быть курсы Ганна. Еще одна важная вещь – это критика. Ее будет много, но не обращайте на нее внимания. В мире нет ни одного памятника критику, но есть памятнику Эдисону и Форду. Их критиковали, но они продолжали делать свое дело. Разница между институциональным профессиональным трейдером и обычным парнем, который теряет деньги, это первое, что большие трейдеры проводят исследования и делают заметки. Не нужно бороться с трендом. Меня, например, спрашивают, сколько я могу заработать на рынке? 100 тысяч в год или 50 тысяч в год. Я же отвечаю, если вы человек на $1 миллион, то, получая 100 тысяч в год, вы будете недовольны. То есть вы работаете с эффективностью всего лишь 10%. Но если вы человек на $50 тысяч и зарабатываете 50, то это ваш лимит. Вы сами ставите себе лимиты. В конце он благодарит Ганна за его курсы, благодарит друзей своих за помощь и благодарит жену за поддержку. Это конец аудио 5-го диска. But I've seen a lot of monuments erected to people like Henry Ford and Edison. They had their critics too, but they kept on going. Now that's what you have to do in this task. It's a big one, but you have to do it. We often say there's no must, but this is a must. You have to keep going. If the dog hadn't have stopped, he would have caught the hare. Always remember it. The tortoise never got anywhere till he stuck his neck out. So basically, you have to do things like study. You have to buy the course if you're going to study it. You've got to go on in that way. Another thing to remember about it is this. In order to make a success, do the opposite of what the failures do. Do the opposite of what the failures do. Now, I've seen research that says the difference between a professional trader, an institutional trader, and the little guy who loses money is the big fellow keeps his notes and does his research so he has some way of forecasting the market. The little bloke gets out of bed of a morning and he might as well toss a coin and say, is it going up or is it going down? The fellow who wins does his research and he has a basic way of formulating how the market's running. I've told you here and now how to work out such basic things as, is the trend up or down? Don't fight the trend. When is it due for a change? All those sorts of things. Have those in your trading plan. I spoke to Ken, who gave us the talk earlier on in America. I spoke to him this week. He told me he'd bought the soybean contract right on its low of the month. He told me he sold out on the high of the month and he had his order on the floor for 3 days. The first day it got within a couple of points, the second day with 1 point, the third day it got to that exact high. He sold at the high, he bought at the exact low, the market didn't go any higher. Now, that's how good you can get at these things. I know I've lived through it. You've heard other people talk here today. Listen to it and make the decision. Is that the way you want to go? If it's not, fine, forget about it. Don't waste your money on the course. But if it is, these are the sorts of things you have to do. I read Tunnel Through the Air 10 times. I read Tunnel Through the Air 10 times. And people say, oh boy, isn't he smart? He read it 10 times. Either that or they think I'm dense, that I didn't catch much. But the moral is, not how many times I've read it. What I'm trying to stress is you've got to go through it again and again and again and make it work for you. Don't take my word on it. Get involved in the thing. Make it work for you. Now, you might say, how much can I make out of this market?
How much can I make? Well, I'll give you the answer to that one too. How's 50,000? People say to me, you know, 50,000 a year, 100,000 a year. Is that enough? My answer to that is, what sort of a person are you? Are you a $50,000 person? Are you a $100,000 person? Are you a $1 million person? I'll tell you, it's all there in the market. It's there. Someone's going to be getting it. It's a question of what sort of a person you are. If you're a $1 million person and you're getting $100,000 out of the market, it's not enough. You're working to 10% of your efficiency, you're not going to be happy. That's all part of the psychology. But if you're a $50,000 person and you're getting 50,000, that's your limit. Whatever your limit is, but you set your own limits. You do the work and you'll find the rewards far outweigh the losses. I can say that with a surety because I've walked the walk. I've had things go wrong. I've been stopped out. I've missed tops. I've missed bottoms. I've done all those things. I've gone you through blow by blow about that. But I'm also here to tell you that this thing can be beaten. You can win in the market. You can predict. I can go forward 10 or 12 years now to the day, and there's plenty of people sitting here now. I'm not saying they go with me, but I'll tell you this, they wouldn't go against me. Now, because I don't expect to win an Oscar for this performance, and I don't expect ever to be standing up the front at Madison Square Garden or wherever it is, there's just a couple of thanks I'd like to make. Firstly, I'd like to thank W.D. Gann for putting all this together in the course. Now, there's thousands of other people that have helped me over the years. It'd take too long to go through them all, but you know who they are. And one last person I would certainly have to thank is my wife, Pauline. She's stuck with me through the hard times, and I've had them. She's been there as encouragement. And Pauline, I'd like you to come up for a few minutes and take a bow. Would you like to come up now, love?